Всем привет! Это видео о первом и последнем скрэмблере от ковровского мотозавода ZID, а также других перспективных моделей мотоцикла Восход, которым не суждено было пойти в серию. Почему мотоциклы не вышли в свет, что это были за модели и чем они отличались друг от друга, об этом и будет это видео. Для начала расскажу о модификациях мотоцикла Восход 3M. Начнем с Восход 3M Sport. Основные изменения касались двигателя. На нем применили 4-лепестковый клапан на впуске, юбка поршня со стороны впуска получила 2 окна. Некоторую спортивность придавали модификации спорту верхнее подрессоренное переднее крыло, руль с перемычкой, приподнятые концы глушителя. Незначительные изменения произошли в конструкции рамы. Заднее крыло устанавливалось с армированной пластиной внутри и было короче серийного. На мотоцикле отсутствовал багажник. Вместо него установили так называемый бугель-ручку, на которой крепился задний фонарь, из-за которой удобно было поднять мотоцикл. Задние поворотники крепились к заднему бугелю. Выпускался малой серией с 1985 по 1987 года. Количество собранных мотоциклов неизвестно. Восход 3M Luxe. Основные отличия заключались в более качественном лакокрасочном и гальваническом покрытии. Вместо резиновых чехлов на корпуса сальников передней вилки надевались резиновые пыльники. А неподвижная труба покрывалась хромом. Планировалось устанавливать колеса из алюминиевого сплава. Оборудование для этих деталей специально было заказано в Киеве. На мотоцикле устанавливались дуги безопасности, комбинированный обтекатель и проволочный багажник. Сиденье мотоцикла имело более удобную форму за счет нового наполнителя и нового чехла. Среднее и нижнее закрытие облицовки устанавливались металлические. С левой стороны мотоцикла имелась ручка в виде скобы, за которой удобно было устанавливать мотоцикл на центральную подставку. Мотоцикл оборудовался только центральной подставкой. Выпускался мотоцикл малой серии с 1984 по 1986 года. Количество собранных мотоциклов неизвестно. Восход Турист. На нем устанавливался руль спортивного типа, усиленный перемычкой. Руль имеет широкий диапазон регулировки. Турист оборудован также дугами безопасности, 2 зеркалами заднего вида. Мотоцикл снабдили туристическим багажником, а также сумками из виниловой искусственной кожи. Сумки крепились к боковым багажником специальными ремнями. В них можно упаковывать все, что нужно туристу в многодневном путешествии. Конструкция сумок позволяла использовать их и вне мотоцикла. Отличительными признаками Восход 3M Турист стали и новые надписи на баке и крышках инструментальных ящиков. Восход 3M Турист выпускался в 1983 году. Количество выпущенных мотоциклов неизвестно. Восход 3M Охотник. На мотоцикле почти все детали окрашивались в защитный зеленый цвет. На мотоцикле не применялись хромированные детали. Устанавливались верхнее подрессоренное удлиненное переднее крыло с брызговиками, руль с перемычкой, к которой приваривалась небольшая багажная площадка, и дуги для защиты рук. Фары, поворотники и противотуманка защищались проволочными решетками. Рама глушителя и заднее крыло использовались с модели Восход 3M Sport. На бак, лишенный негрипсов, наносился трафаретный рисунок охотничьего ружья с надписью «Охотник». В комплектации мотоцикла также входило специальное изготовленное сцепное устройство для прицепа «Енот». В 1986 году для внутризаводских испытаний было выпущено 3 мотоцикла. Хорошо сохранившийся мотоцикл Восход 3M Охотник можно посмотреть в частном музее Николая Тубаева в Мотоковрове. ЗДК 401 КД. Дорожная модификация мотоцикла. Была предназначена для эксплуатации в качестве индивидуального транспортного средства для перевозки одного пассажира и багажа с различным покрытием. Для городского варианта шины переднего колеса 3х18, заднего 3,5х18. ЗТК 402 КМ молодежный
эксплуатировался в различных дорожных условиях и в основном предназначался для молодежи. Для варианта молодежного шины переднего колеса 3,25 на 19, заднего колеса 3,5 на 18 с целью получения скоростных характеристик и высокой проходимости. ЗДК 4901 КС сельский оснащался шинами другого типа размера и предназначался в основном для эксплуатации в условиях бездорожья, разработка которых была назначена на 1986 год. Целью разработки являлось расширение номенклатуры мотоизделий для увеличения потребительского спроса. Для сельского варианта шины переднего колеса использовались размерностью 3 на 21, заднего 3,5 на 18. Восход 4. В 1987 году с этой задачей решено было справиться довольно простым способом, скрестив экипажную часть мотоцикла Восход 3М с уже прошедшим всестороннее испытание двигателем мотоцикла ЗДК 175 401 КД. Также с этого мотоцикла с небольшими изменениями был использован глушитель шума выпуска. В двигателе использовался поршень, полученный жидкой штамповкой с целью повышения механической прочности и снижения коэффициента линейного расширения. Поршневые кольца покрывались износостойкими покрытиями. Для повышения жесткости кривошипа коренные цапфы выполнялись цельноштампованными заодно с маховиками. Однако постановка на конвейере нового мотоцикла влекла за собой изготовление множества оригинальных деталей, что в итоге отражалось на себестоимости изделия, и заводское руководство посчитало, что в таком виде ставить на производство мотоцикл нецелесообразно. Это решение напрямую было связано с пресловутой всеобщей унификацией ради снижения себестоимости. В 1987 году для внутризаводских испытаний было подготовлено 3 мотоцикла Восход 4 Спорт, которые до сегодняшних дней не сохранились. Чуть раньше, 11 сентября 1985 года, на площадке у центральных проходных заводов состоялась выставка перспективных моделей мотоциклов. Были представлены следующие модели: Восход 3М Универсал 2, Восход 200 Турист, Moto Z и Восход 175 Спорт. Для разработки, а в дальнейшем и постановки на производство мотоциклов серии ЗДК предполагалась значительная сумма денег. Были подготовлены документы для изготовления оснастки, штампы, пресс-формы, приспособления. Были проведены всесторонние испытания. Была развернута широкомасштабная рекламная кампания, выпущена печатная продукция в виде плакатов, календарей, рекламных буклетов. Потребитель с нетерпением ждал эти мотоциклы. Ни один завод в стране до этого времени не отважился выпускать серийные мотоциклы двойного назначения. Плюс ко всему, испытания прошли, история шла к закрытию. Осталось определиться с выбором наиболее подходящего варианта мотоцикла, учитывая себестоимость, трудоемкость в изготовлении и взаимозаменяемость деталей с серийно выпускаемой моделью. Выбирали между ЗДК, перспективными моделями Восход 200, Восход 200 Спорт, Восход 200 Турист, Восход 3М01, Восход 4 Спорт, Сова с объемом двигателя 175 кубических сантиметров. Наиболее подходящим был выбран вариант мотоцикла Сова, изготовление которого было менее затратным, используя двигатель, выпускающегося в то время Восхода 3М01. Его и начали готовить к массовому производству. Долгожданный ЗДК потребитель так и не дождался, как, впрочем, и Восход 4. Так почему же не получилось с выпуском опытных образцов Восход 4 и ЗДК? Чего не хватало заводу и инженерам ЗИД? Вот какой ответ удалось найти в архивных документах. Все было подчинено выполнению плана. Этому способствовала и существующая госсистема в стране. Важно сдать изготовленные мотоциклы на склад продукции, а там пусть болит голова у работников Министерства торговли. Вся страна была завалена браком, и это касалось всех видов товаров народного потребления. Наши мотоциклы не пользовались спросом, от них отказывались целые регионы и страны. Причина была в массовом браке. Оборудование было изношенным. Требовалась повышенная точность обработки ответственных узлов мотоцикла, которой не было на тот момент. Мотоциклы делались с колоссальными отступлениями от чертежа и технологий из-за изношенного оборудования, оснастки, отсутствия всякой ответственности за выпускаемый брак.
Мотостроение для государства не было самоцелью, сперва все-таки оборонка, а мотопром вроде факультатива, поэтому и финансирование завода, и контроль качества на совершенно другом уровне. Дело в приоритизации, в общем не было цели вкладываться в мотопром, поэтому такой результат. Также и железные занавесы не сыграли на руку советам. Сила в коллаборации, в обмене опытом работает во многих индустриях. Мотостроение в этом случае не исключение. Как бы там ни было, это история. Труд конструкторов, технологов, сварщиков, литейщиков, сборщиков. Восход можно любить, можно ненавидеть, но он был, есть и по сей день колесит по нашей необъятной стране, в ее глубинках, по полям и лесам. Доставляет удовольствие, дарит эмоции, связанные с детством и юношеством. Восход – это ностальгия по той молодости, которая ушла, по студенчеству, армии, друзьям.